Ну, может быть, я тебе приоткрою немножко глаза, но, по-моему, вас полмира спонсирует, а от той 22-й армии мира уже осталось, наверное, может быть, пару инструкторов без ног. Мы же вам не братья теперь стали. Так вы на нас напали, я братья. Ты мне скажи, в чем мы вас предали? Ну, к НАТО вы зачем пошли? Здравствуйте. Да, мужик, что-то мы разъединились, по-моему, да? У вас фонит, как не знаю кого, не знаю почему. Фонит? Вроде ничего не играет. Не, мой голос обратно возвращается. Ну да ладно, о чем общаетесь? Ну, так уж получилось. Сегодня обсуждаем радость всех украинцев, что вот туда попало, вот туда попало. Смотрю, все радуются. Конечно, это же хорошо, что у вас... А что у вас, кстати, там в Москве, что-то уже в Питере ограничения небольшие вводят по бензину? Да где хоть это сказано? Я не знаю, вон везде все есть. Везде все. И в Крыму все есть. В Крыму сегодня сказали, талоны отменили, уже льют сколько хочешь. Серьезно? А можно такую новость мне прочитать? Не прочитать, это сегодня вот буквально по телевизору сказали. Ну, если по телевизору сказали, значит в новостях можно где-то прочитать об этом. Прочитать не знаю. Давайте вместе попробуем поискать. Найдите вот где, какие новости заявили о том, что уже отменили по талонам. Просто я, насколько знаю, отменили по QR-кодам, что теперь вообще невозможно каким-то образом гражданскому населению получить топливо. Вам виднее. Я не знаю, я честно телевизор не смотрел. Я случайно зацепил где-то новости, даже не могу сказать. Нет, так давайте проверим, что нет, сразу убедимся, что там по новостям вашим рассказывают. Даже если, допустим, если он так удобнее будет, я признаю свою неправоту, ладно. Но вы же все понимаете, что все равно это временно. Конечно, конечно, временно. Все временно. В нашем мире вот абсолютно все временно, если так вот разобраться по факту, да? Забрали, да? Просто я уже слышал сегодня это мнение, что вот бензина нет, значит, Крым к нам обратно уже чуть не присоединен. Вы тоже такого мнения, да? Не, я не такого мнения. Я сторонник вот такой исторических каких-то параллелей. Знаете, вот такого генерала Соединенных Штатов Америки Генри Арнольда? Нет, не знаю. Вот Генри Арнольд в 1943 году предположил, что если по территории нацистской Германии начать бить по их НПЗ, которые у них были, для того, чтобы они не могли производить никаким образом топливо, то это остановит полностью их промышленность и военную машину. И в 1944 году, после того, когда начали бить по НПЗшкам, то в 1944 году, в принципе, вся промышленность нацистской Германии остановилась. Почему? Потому что топливо не могло дойти. То есть машины не могли доехать, довести какие-то товары, само по себе промышленность, которая была завязана довольно-таки неплохо на топливе разного рода. То есть это ж не обязательно только бензин. Вот. И в какой-то момент времени промышленность Германии, вот именно все, оно остановилось. И когда фронт двигался в сторону Германии, то Германия не могла никаким образом в ответную сторону снабжать свои войска, просто по причине того, что промышленность... Ну, интересные параллели, конечно. Мне очень интересно вообще, что там американский генерал говорил в 1943 году. Я понял, к чему вы это все ведете. Да, хорошо. И что вы, грубо говоря, один порт разбили, все, у НПЗ все остановили. А мы только один порт разбили, да? Ну по Питеру шарахнули, да, согласен. Ну, понимаете, это все же приграничная территория. Внутри-то вы ничего добить не можете, понимаете? Да, какую-то часть, естественно. Ну, что... Вам прочитать перечень? Ну, а вы что, знаете весь перечень, что ли? У вас что, сейчас процентный состав есть? Вы неужели, вы хотите сказать, что вы знаете, что прям вот от каждой скважины до каждого пистолета весь поток нефти российской? Смотрите, для того, чтобы мне знать, в чем суть, да, в чем разница. Вы сейчас говорите, знаю ли я каждое. У нас есть список, нам составили по каждому попаданию. И когда ты смотришь его визуально, то ты можешь понимать, насколько в России уровень проблемы с топливом. Когда вы видите это просто, знаете, как вот с таким разрывом, типа
вот ударили вот там, вот, потом там через 2 дня ударили там, потом через 4 дня ударили там, и когда вам сказали уже про вот это 4 дня, то, что ударили там 8 дней назад, вы уже как-то и забываете, потому что вы ж не будете об этом говорить каждый день, правильно? Нет, вообще вот с вашей точки зрения в корне не согласен. Ну, аргументируйте без проблем. Аргументирую. Ну, смотрите, вы говорите, что вы знаете список и можете поэтому судить о масштабах, да? Ну, в масштабах вы можете знать только вот если вы знаете 3 случая. Вы знаете, можете про 3 случая, да? То есть это не значит, что я вам сейчас скажу, вот у меня на прошлой неделе украли 2 велосипеда. Вы же не знаете, сколько у меня велосипедов вообще было? Может, у меня их 100. Вы думаете, что я не знаю количество нефтяных баз на территории России? А вы знаете его? Да все знают, это ж не секретная информация, они у вас огромные, вы их не спрячете, они у вас полностью отображаются на картах. Ну, серьезно? Ну вот смотрите, хотите я вам зачитаю просто, смотри, я вам зачитаю, например, сейчас вот февраль, но я не буду читать даты, чтобы просто не от этого, я вот просто по НПЗ прочитаю. Удары, например, за февраль 2026 года. НПЗ «Албашнефть», химзавод «Дорогозбуш», НПС «Колейскина», Воткинский завод «Удмуртия», предприятие, производящее МБР «Ярс», короче, и так далее. Потом нефтеперекачивающая станция «Нововеличевская», Краснодарский край, нефтебаза в Великих Луках, Псковская область, Ильинский НПЗ, Краснодарский край, химзавод «Металлфлакс Химикалс», Пермский край, экспортный нефтяной терминал Тамань-Нефтегаз, Краснодарский край. Это только за февраль месяц. Могу прочитать вам за март. АО «Стрела», НПЗ «Славнефть», Янос, НПЗ «Кирилл», ну и так далее. Суть, к чему разговор-то ведется? Ну вы просто говорите, что мы ударили только по 2, а я вам сейчас могу зачитать их огонь просто сколько. Ну и всю нефтянку, ну то есть вот, ну, к чему возвращаемся-то? А какой это процент от общего? А здесь не вопрос процента от общего. Здесь вопрос о том, что мы бьем сейчас в самую... Смотрите, ваша сейчас основной объем потребления нефти, это же как раз таки центральная часть России, да, то есть мы берем вот Москва, Питер, Москва это у вас там сколько, 30 миллионов населения почти, и в принципе вот этот весь регион, который у вас сейчас снабжает военную машину, который у вас снабжает основную массу людей, он находится именно здесь. И все, куда мы как раз таки бьем, это и есть как раз таки вот этот весь регион, где находятся основные ваши НПЗ. И когда мы это все бьем, мы увеличиваем плечо доставки. То есть вам теперь доставлять нефть на территорию вот этой же части территории обработанную вы уже не можете. О, остановился. У нас диалог вообще или монолог? Я вам отвечаю на ваш вопрос. Ну, вы уж слишком размашисто отмечаете. Ну, хорошо. И что в итоге-то? Получается из ваших слов, что все у нас нефтянки не осталось совсем, да? Нет, как это не осталось? Есть она. Но при этом вы увеличили продажу сырой нефти, например, в Китай. А исходя из того, что вы увеличили продажу сырой нефти, это значит, что вы не можете ее перерабатывать, так как сырая нефть в продаже это невыгодно для любого государства, потому что технологический продукт, он гораздо дороже, и вы на нем зарабатываете, у вас маржа значительно больше. Но исходя из того, что вы сократили продажу технологического продукта, вы ее оставили непосредственно внутри территории России, то в Китай вы продаете именно сырую нефть. Ты ближе, ближе еще можешь к делу, вот еще ближе. Ну что ты вот идешь ты этими 7-мильными шагами. Ты хочешь сказать, что вы сейчас вот этими ударами нас, грубо говоря, на колени поставили экономически. Ты к этому ведешь? Ой, мы к этому приведем, конечно же. Ваша российская экономика, она вся соткана из нефтедолларов. Угу. То есть вы нас измором решили взять, да? Нет, абсолютно не измором, мы просто бьем по вашей экономике. Угу. Измором вас не получится сбрать. Измором брать это своего рода мы должны вас полностью окружить вокруг, да, закрыть какой-то доступ в внешний мир и таким образом брать вас измором. Ну нет, мы это не делаем. Ну хорошо, тогда еще, может, вы дальше пошли-то, я смотрю, вы такие прагматичные. А насколько нас хватит-то? Вы, наверное, и это посчитали, да? Насколько вас хватит в чем? По вашим планам или когда? Ну просто, раз уж пошли от иностранных полководцев, ну, НАТО вам рассчитало, когда мы уже загнемся-то?
Нет, с точки зрения чего? С точки зрения активных боевых действий, насколько вас хватит? Или с точки зрения как государства, сколько вы еще выстоите? Принудить нас к миру на ваших условиях, и вот сколько вам еще на это потребуется времени? Никто не знает, сколько потребуется времени. Понятно. Ну вот все равно мне просто, вот, знаете, радость... Ну, для сравнения, чтобы вы понимали, если вы хотите узнать, насколько хватит по времени, можно сравнить, например, с Германией. Но Германия была довольно-таки маленькая, у нее было меньше НПЗ, но вот Германии хватило, в принципе, на 1 год, с 1943 по 1944. Но Германия не производила свою собственную нефть, и у Германии НПЗ, которые были, их было легче достать, чем, например, Украине сейчас доставать НПЗ России. Поэтому, ну, можете как-то экстраполировать, я не знаю. Ну, это вообще не вообще абсолютно неуместная параллель. Вы сравниваете 20 век и 21, абсолютно разные государства, с абсолютно разным строем и возможностями и так далее и тому подобное. Да, я могу сказать, что сравнение это немножко есть свои параллели в чем? В том, что в 20 веке, когда были удары по территории Германии, нельзя было наносить в таком количестве и с такой регулярностью. Например, удары, которые сейчас делаем мы делаем в основном дронами, которые по сути являются копеечными. Удары, которые надо было наносить во времена Второй мировой войны, это надо было делать с самолетов, то есть они должны были залететь нормально так вглубь страны, их часто сбивали, стоимость этих ударов, она была просто разительно огромная, поэтому их не было так много. Сейчас Украина бьет по России каждый день. Позавчера мы ударили 250 дронов, сегодня мы ударили 300 дронов, и каждый день это увеличивается. Ну ты сейчас сам только что сказал, что и я, что эти параллели неуместны, только другими словами, и 3 минуты говорил то, что я сказал в 2 словах. Я не сказал, что неуместно, я сказал, что как раз таки это можно совместить. Просто в то время надо было наносить ударов меньше, но это было сделать тяжелее, а в наше время ударов надо наносить больше, но это сделать значительно легче. Понятно. Потому что тогда летел летчик. Летчик это боевая единица, которых, ну, как бы их на пальцах там посчитать можно. Количество летчиков, которые могут классно выполнить свою операцию. Ну, не на пальцах, ладно. То есть они там измерялись сотнями, да, там, может быть, тысячами, но вряд ли. Которые могли сделать такие операции. А сейчас просто дрон без человека, без человеческой жертвы. Сам этот дрон стоит приблизительно сколько стоило шасси от самолета одного. Слушай, хватит, я сюда не послушать вас пришел. Либо вот диалог, монологи ты можешь вот своим зрителям рассказывать. Мне это не интересно, вот серьезно. Я ж тебя слушаю. Давай ты ответишь вот на мой единственный вопрос, но послушай его минуту. Вот смысл в чем? Я попытаюсь максимально коротко. Вот смотри, вот мне непонятна одна ситуация, вы сейчас радуетесь всему этому, но вы что, единственное, не понимаете, что вот вы сейчас по этому приграничью-то побили, и сейчас же будут давить на власть наши люди, чтобы вам что-нибудь посерьезнее это будет. И вот вы по сути-то радуетесь этому, зачем? Вы ж, вот если вы здравые люди, вы понимаете, что у нас есть еще чем посерьезнее, что это все еще так, ну, цветочки. Да? И вы вот этому радуетесь? Вы серьезно? Вы адекватные после этого люди? То есть ты говоришь о том, что сейчас на власть надавят, чтобы вы применили ядерное оружие против Украины, да? На оружие мы как никогда не приедем. Вы чем пользуетесь? А чем вы посерьезнее можете ударить? Ну чем посерьезнее? Ну может быть уже в наши вот эти вот сверхзвуковые ракеты уже начнут что-нибудь закладывать, а не болванками. Чем, например? Вы вот, например, бьете Искандерами, бьете там калибрами. Дальше-то что? Ну, что вы разительно измените? Ну, смотри. Что вот это вот на 6 боеголовок разделяется? Я вот в ракетах-то сейчас не... Ну, хорошо, вот смотри, ударит ваш орешник. Куда он ударит? Да, а что, мало куда ударить можно? Ну, приведи пример, куда ударит орешник? В смысле, да, какая цель первостепенная, ты имеешь в виду, на мой взгляд? Не, ну вот у тебя там надавят на твое правительство и скажут, бьем орешником и заряжаем его не болванкой. Куда вы ударите?
Ну, это уже не мне решать. Ну как ты думаешь, куда вы должны ударить, чтобы в Украине все... Ну, кто все? У вас, во-первых, общество разделено. Ну ты сейчас мне говорил о том, что вы сейчас бьете по приграничью и провоцируете то, что вы ударите. Ну куда вы ударите? Что вы нового существенно сделаете? Вы и так каждый день бьете по Украине. Ну теперь вместо, там, не знаю, вместо 20 ракет полетит один орешник. Куда он упадет? Что произойдет такого? Это точно не станет вам-то от этого. Так нам как бы и каждый день это ты что-то существенно новое сделаешь. Мало. Значит, мало. А, то есть ты хочешь просто, чтобы по территории Украины били больше? Больше. Нет, я лично хочу, чтобы это побыстрее все закончилось. Так зачем было начинать тогда? Ну, это уже не ко мне вопросы. Окей, так еще раз. Вы бьете каждый день ракетами, бьете каждый день дронами. Что изменится от того, что вы ударите орешников? Ну, уничтожите вы еще какой-то там район. Для вас это уже не новость. Для нас это, понятно, трагедия. Но вы это делаете и обычными ракетами. Чем отличится от того, что вы это орешником сделаете? О, ну как тебе непонятно, господи. Ну, значит, еще серьезнее удар. Ну, я не знаю. Ну куда? Куда? По 2 гаражам ударите, что ли? По 3. О, боже ж ты мой, гаражи, все, переживаем за гаражи. Гаражи. Или, как сказал Путин, по сараю ударите. Ну, может, и по сараю ударит. Ну, понятно. А что вы бьете по своим собственным территориям, которые вы считаете своими? Ой, там еще какая-то сказка, короче, ладно. В Опять... смысле, Путин заявил о том, что вы по ДНР ударили по гаражам? Ну, значит, так надо было. То есть Путин реально ударил по Донецкой Народной Республике, по гаражам, а гаражи где-то в полях не стоят, гаражи стоят где-то близ населенных пунктов. И он тестируемую ракету, которая у вас еще не вошла на вооружение, не стала на вооружение, он проэкспериментировав, ударив. То есть, а если бы ракета улетела бы и попала бы в Донецк прям? Слушай, ну, наверное, инженеры-то они что-то рассчитывают, в конце концов, какие-то примерные риски у них были составлены, ну, значит, Конечно, знали. инженеры рассчитывают, поэтому есть полигоны. Ну, А это прям населенный Донецк. слушай, ну, вот ты тоже вопросы задаешь, откуда я могу знать логику Путина? Ну, может, он хотел показать, что вот Донецк, до Донецка долетает, откуда ее шарахнули, я же не знаю, может, с Владивостока. Может, хотели показать, что мы можем вот с Владивостока до Донецка, а перевезем, я не знаю, там, ну, условно, в Новосибирск до Парижа. Ну, ты мне такие вопросы задаешь, откуда я могу знать, что он эти... Короче, существенно вы сделать ничего не можете, да? То есть ударить по Украине что-то, ну окей, вместо болванок вы сделаете какую-то там боевую какую-то часть. Что изменится? Я ж так и не понял. Что изменится? Ну, в смысле? Да уже как бы всем на все изменится. Да никого больше не останется, да и все, что изменится. То есть все-таки ядерный удар сделаете? Да зачем ядерный-то? А ты думаешь, что если вы в орешник боевую часть засунете, то не останется никого в Украине? Подожди. Ну, смысл в ядерном применении, понимаешь? Ну, шарахнем чем-то, ну, что, термоядер, нет, ну, что-нибудь без радиации у нас же есть мощное. Еще раз, вы термоядерный хотите удар сделать? Нет, подожди, ну, какие там вакуумные бомбы есть? Я за счет того, что, ну, что у нас есть такое, что без радиации, я забыл просто. Так, как бы, что бы ты ни применял, это все будет такое, то есть оружие массового поражения. Ну вот, есть же оружие массового поражения, но без ядерного... То есть ты хочешь уничтожить большое количество украинцев? Я не хочу. А почему, по-твоему, Путин тогда будет применять это оружие? Ну, как тебе сказать? Когда он поймет, что на поле боя достижений никаких нет, и он не способен победить 22-ю армию мира, он применит оружие массового поражения? Ну, когда-то же это надоест. Ну, еще раз, то есть Путин, вторая армия мира, Российская Федерация, на поле боя, вторая армия не способна победить 22-ю армию, поэтому вы применяете оружие массового поражения. То есть на сегодняшний день у нас идет война
на равных условно, да, то есть у нас нет ядерного оружия, у нас нет оружия массового поражения, и мы с вами воюем условно на равных. И ты понимаешь в тот момент времени, что когда-то вы поймете, что вы не способны победить Украину на равных, поэтому будете применять оружие массового поражения. О каких равных ты вообще говоришь? О каких равных? А какая 22-я армия мира? Ну, может быть, я тебе приоткрою немножко глаза, но, по-моему, вас полмира спонсирует. А от той 22-й армии мира уже осталось, наверное, может быть, пару инструкторов без ног, которые где-то там в подготовительных лагерях готовят новобранцев вот этих вот отловленных. То есть у Украины армии нету? Не будет. У Украины армии нету, правильно? Правильно. Нет, у Украины есть армия, но потом, Так ты ж только что сказал, что осталось 2 инструктора без ног. о которых ты говоришь, они немножко уже не актуальны. То есть сколько армия в Украине, численность? Да откуда я знаю? Ну как ты думаешь? Ну, может, около миллиона. Около миллиона. Миллион человек это вся армия Украины. Я понятия не имею. Ну так у нас как бы и была 1 миллион армия. Ну, только у вас армия была, она хотя бы там, я не знаю, немножечко побыла армией, там, не знаю, на стрельбище поездила, там, да, как-то подготовилась. А не вот так вот я шел там втихаря картошки купить в Магните, меня захомутали, дали 2 Ой, рожка. слушай, ну мы ж не про это говорим сейчас. Ты начинаешь уходить в вопрос, знаешь, когда у россиянина заканчиваются аргументы, они начинают про ТЦК вспоминать. Давай с тобой говорить про реальности. Чё ж вы боитесь-то самого диалога? Нет, а я тебе что, нереальность говорю, что ли? Не, мы с тобой говорим сейчас, почему Россия не может победить Украину. Ну, сейчас с своих козырей зашел, я тебе теперь свои С козыри отдам. каких козырей? Ну хорошо, давай про ТЦК поговорим, давай, слушай. Действительно, с сомнительных козырей. Да, я слушаю, давай про ТЦК, слушаю твой вопрос. Но у меня нет никаких вопросов про ТЦК. То есть ты считаешь, что на территории Украины сейчас армия состоит из тех людей, которых упаковала ТЦК и отправила на линию боевого соприкосновения, и воевать они не умеют? Большая часть. Большая часть из этой армии. Большая, не большая, в процентах я не говорю. Ну, приблизительно скажи, сколько. Да откуда я могу знать? Ну, я не знаю, большая часть это сколько там? 50%, 100%, 70%? Сколько у вас там Зеленский сказал? 70 тысяч военных погибло, да? Ну вот 7% отними. Получается так же, у вас 70 тысяч погибло, да? Или сколько он, 80 говорил? Это 70 тысяч погибших, это те, которые не умели воевать. Нет, это те, которые умели воевать. Да? То есть 70% умели воевать, а все остальные 930 тысяч не умели воевать. Короче, ты меня понял. Вот сколько вот от той армии, которая в 22 году была, вот реально осталось в процентном составе? Если мы с тобой говорим в общей численности армии, то цифра почти не изменилась. Она сейчас увеличилась. Сколько вот за 4 года людей мобилизовали в Украине в общей сложности? Да никто не знает, это засекреченные данные, как и на России. Ну вот, а ты мне задаешь такие вопросы. И Я тебе не задавал этот вопрос. про мобилизацию, а про цифры конкретные. Есть те же цифры, которые и я не могу. Ты мне задал вопрос, ты мне сказал о том, что в Украине у армии Украины уже нет. Я тебя и спросил, а сколько, по-твоему, в Украине тогда воюет? Это ж твои слова были, что украинцев уже нету в армии Украины. Имею в виду то, что есть те же цифры, неизвестные и для меня. Как это Да мне какая разница, сколько на России? Я ж тебя не об этом спрашивал. Ты что несешь тут? Это ж твои слова были, что в Украине украинцам уже негде воевать. Все, уже некому воевать, точнее. Ну слушай, ну а если было кому людей ловили? Ты мне ответь на другой вопрос. Сколько украинцев воюет сейчас в армии Украины? И сколько общая численность? Все, если ты говоришь о том, что некому воевать, значит ты обладаешь какой-то цифрой. Или ты просто ляпаешь первое, что тебе в голову приходит, и все. Да. Ну понятно. Итак, значит, Украине есть кому воевать, Украина воюет против России. С 2022 года по 2026 год Российская Федерация в какой-то момент времени, по твоим словам, поймет, что все уже надоело, надо это все заканчивать, честно на поле боя победить не могут, поэтому применят оружие массового поражения. Я правильно понял твою логику? Не совсем. Поясни. Не совсем.
Я хотел сказать то, что вы нас к этому принуждаете, и народ уже этого хочет. А как Украина это принуждает? А что сделает дядя Вова, я сказать не могу. Подожди, как Украина принуждает к этому? Ну вот этими вот точечными террористическими ударами по гражданскому населению, недовольство гражданского населения. Если раньше... А что Украина должна делать, когда Россия бьет по гражданскому населению? Я не знаю, у нас таких особо не было заявлений. Ну, понятное дело, ты думаешь, что у вас на территории России кто-то заявит о том, что вы по гражданскому населению бьете? Слушай, ну тут опять же, смотри. Нет, ты мне ответь, что Украина должна делать. Смотри, вот в Украину прилетают ракеты с 2022 года. По-твоему, по твоей логике, Украина не должна отвечать России? Я не об этом хотел сказать. Нет, ты мне скажи конкретно вот об этом. Смотри, 2022 год, 24 февраля 2022 года. По территории Украины летит огромное количество ракет. Что должна делать на это Украина? То, что и сделал, отвечать. Так подожди, если мы отвечаем, то в чем проблема? Я вообще имел в виду, что зря вы радуетесь. А проблема будет у вас. У меня лично никаких проблем нет. И еще раз, я не понял твой посыл. Ты говоришь, вы радуетесь тому. Естественно, мы радуемся. У нас ответные действия. Это ж вы на нас напали. Мы, естественно, вам отвечаем. А вы теперь на нас обидитесь из-за того, что мы вам отвечаем за вашу атаку на нас? Ой, ну тяжело, да, когда ты вот так вот... Вы любители просто из середины конфликта. Вот Украина бьет по России. Но только ж вопрос, почему Украина бьет по России, вы как-то никогда не задаете этот вопрос. Да задаем мы все вопросы. Ну так а какая проблема? Чё недовольство-то у жителей России, если Украина отвечает на удары России? Вот, я тебе к этому и клоню. Что, понимаешь, поначалу для всех жителей России это было где-то далеко и не у нас, понимаешь? Они это не видели, они это только в телевизоре слышали. То есть, ну как бы да, ничего хорошего в этом нет, понятное дело, в явлении, да, но... Как бы ты более спокойно относишься к тому, когда это где-то вот, ну, далеко, и ты не слышал и не видел. И нежели твоя реакция на то, когда ты уже видишь это за своим окном, понимаешь? Реакция у людей изменится, естественно. Так они проще ли тогда просто подойти к своей власти и остановить войну? Потому что вы же, смотри, на территории Украины все прекрасно знают, что это, потому что это за нашим окном. И мы вам отвечаем. Сейчас вы начали понимать, что чувствуют украинцы. Так вроде бы как вам просто надо подойти к тому, кто эту войну начал, и остановить ее. Ну понятно. А кто войну начал? Ну а на территории какого государства происходят сейчас боевые действия? Украина. Так значит, кто на кого напал? Украина на Россию или Россия на Украину? Вот тут сложный вопрос. То есть, когда боевые действия происходят на территории Украины и войска России зашли на территорию Украины, это сложный вопрос, кто на кого напал. Нет, но тут же тоже надо говорить про конкретные временные рамки. Давай, начнем с конкретных временных рамок. В какой момент времени Украина напала на Россию? Если в 2014 году... Не, ответь мне на мой вопрос. Какой момент времени, ответь на мой вопрос, какой момент времени Украина напала на Россию? А Украина, мне кажется, и не нападала на Россию. А в какой момент времени Россия напала на Украину? Ну, по сути, получается, 24 февраля. Так если Россия все-таки напала на Украину, значит, кому надо идти останавливать войну? Тому, кто ж напал, правильно? Ну, не знаю. А как у тебя эта логика работает? А Украине надо останавливать войну, если вы на нас напали? Серьезно? Нет, ну смотри, тут, во-первых, останавливать. А как ты видишь остановку? Ну, я не знаю, посадите Путина в центре Москвы, там, не знаю, на Красной площади. Опять Путин. А что вам Путин сделал? Войну начал наверняка, не заметил ты этого? Мне вот вообще интересно, почему вы все так ненавидите Путина?
Еще раз, мы не ненавидим его, мы его презираем. Он войну начал, он отдал приказ о начале специальной вашей операции. И огромное количество ваших в руки оружия поперлись на территорию Украины. Кажется, вы вообще на Путина должны молиться. В честь чего давай? Ну смотри, вот давай объективно. Вот как бы вы его ни называли, там, дед, там, как его любите называть. Но ведь, по сути, именно благодаря здравому смыслу этого человека, вот конкретно ты до сих пор жив. Почему? Можешь аргументировать? Смотри, да, ведь у него были возможности сделать, допустим, так же, как у Израиля с Палестиной. Ты думаешь, не хватило бы оружия? То есть, получается, если бы Путин сейчас бы не был бы у власти, то на территории Украины была бы такая же самая ситуация, как в секторе Газа. Потому что если бы Путин вот был бы действительно таким, каким вы его называете... Не, я говорю, если бы Путин не был бы сейчас у власти, то на территории Украины была бы ситуация, как в Палестине. Если бы Путин вот не был бы Ответь таким, на мой вопрос. то, возможно, у вас бы было то же самое, что в То Палестине. есть, получается, на территории Российской Федерации Путин единственный здравомыслящий, а все остальные... Почему? Ну, получается, благодаря только одному единственному Путину нашу территорию не превратили в сектор Газа. Поэтому, если мы убираем Путина, остаются, которые бы это сделали бы. Вообще нелогичная цепочка. Ну, как бы ты мне рассказываешь о том, что я должен благодарить Путина, который убивает людей меньше, чем он их убивает? Меньше, чем мог бы. То есть, нам надо было благодарить маньяков, что они убили не так много людей, чем могли бы убить, если бы могли бы, да, правильно? То есть, например, Чикатило надо благодарить и говорить: чувак, мы тебе очень благодарны, ты классный чел, ты мог убить в 2 раза больше, но ты убил меньше в 2 раза, правильно? Слушай, ну, изначально, зачем вы русских начали убивать? Нет, ты мне ответь, я правильно понимаю твою логику? Нет. А как это, подожди, ты мне говоришь о том, что мне надо ценить там и любить Путина за то, что он убивает людей меньше, чем мог бы убивать? Да. Окей, да, слушаю твой вопрос. А я ничего не спрашивал. Нет, ты только что у меня спросил что-то там. Нет, ну вот опять вы все... А, из-за того, что мы русские, а где мы русских убивали? Ну, на Донбассе что, не убивали русских людей? Что, по признаку, да, что вот именно русские, мы русских убивали? Запрещали же русский язык и так далее, притесняли. А как запрещали? Слушай, ну вам виднее, почему у вас вот это вот, почему у вас появились сепаратисты, как вы их называете? По какой причине? Ты подожди, мы за русских говорим. Сепаратисты и русские — это разные вещи. Разные? То есть те, которые... Сепаратизм — это политика отделения, а русские — это совершенно другая история. Ты мне скажи, как у нас запрещали русский язык? Ну, вы сейчас свободно общаетесь везде? Ну, я не знаю, видимо, я в наручниках сейчас с тобой на русском разговариваю, а тут вот у меня уже автоматчик стоит, сейчас меня расстреляет. А на улице? И на улице свободно разговариваю. Ну, то есть вот это вот, где там начинают людям там приставать: выключи русскую музыку, а почему ты здесь по-русски? А при чем здесь запрет разговаривать на русском? Ну, а это что, не запрет, что ли? Абсолютно нет. Запрет чего? Ну, то есть ты хочешь сейчас сказать, что... Я с тобой разговариваю на русском, я могу выйти и спокойно разговаривать на русском. Где запрет? Ты можешь мне сказать, где запрет? Нет никаких притеснений русского языка, да, на Украине? Русского языка вообще никак не притесняют. Мы не можем его притеснить, это же русский язык. Интересно. Ладно. Значит, нам врут. Естественно, потому что вам рассказывают какую-то... Знаешь, вот я крымчанин, и в 2014 году мне тоже рассказывали о том, что меня, русскоязычного украинца, как-то притесняли. Я вот до сих пор не понимаю, как же ж меня вот в Крыму притесняли, как вообще выглядит процесс притеснения русского языка в Крыму. Но мне рассказывали очень долго о том, что оказывается, меня притесняли. Угу. Ну, Крым-то он всегда русский был. Как там? Нет, Крым — это Украина. Короче, ты мне не можешь, да, сказать, как там русских убивали на Донбассе? Да как не могу? Ну, что ты, прилеты никогда видео не видел с прилетами? А ты не видел видео с прилетами с территории Донецка и Луганска по территории контролируемой Украины?
Ну, а как же без ответа? То есть, получается, в принципе, это были не односторонние какие-то. То есть, получается, на территории Донецка и Луганска ущемляли и убивали украинцев? Слушай, вам виднее, я не знаю. Все, поймал, да? Почему тут нет? Ну, слушай, тут это все так абстрактно, понимаешь? Ну вот, допустим, гражданин России, гражданин Украины, да, с украинским паспортом, он не может быть русским? Может быть, конечно. Ну вот вообще здесь, понимаешь, здесь как бы такая грань-то тонкая. И чё? Грань тонкая, вот, ну, поэтому как бы однозначно на эти вопросы сложно ответить. Украинцы, русские, я не знаю. Ну смотри, в Харькове 95% населения, проживающих жителей Харькова, вот они общались на русском языке. Можешь мне сказать, с 2014 года по сегодняшний день, где там притеснение русскоязычных, запрет русского языка? Почему людей не убивали там на почве того, что они русскоязычные? Я, насколько знаю, там в 2014 году тут тоже кипиш был. Только вот, ну, сумели вовремя Харьков-то это. Так, а где там притеснение русских-то было? Можешь мне ответить на такой простой вопрос? Смотри. Притеснение русскоязычного слоя населения с 2014 года почему-то зафиксировано только в 3 регионах. Знаешь, какие? Крым, Донецкая область и Луганская область. Больше по всей территории Украины нигде не притесняли русскоязычное население. А теперь самое интересное. В Крыму были русские, которые туда вошли, солдаты Российской Федерации. Российская Федерация туда вмешалась. В Луганске и в Донецке Российская Федерация вмешалась. Почему там, где были русские, притесняли русскоязычное население? Почему на территории всей Украины нигде больше не притесняли? То есть ни в Одессе этого нету, нету в Харькове, нету в Днепре, нету в Мариуполе. Нигде не притесняют русскоязычное население. Но только там, где есть русские, там притесняют. Слушай, а вот этот вот я забыл, в Одессе. И мне ответь на мой вопрос, не уходи от него. Ну, в смысле? Ну, я тебе пытаюсь как бы ответить ну давай, на твой слушай. вопрос. Ну давай, слушай. То есть, ну, ты Ганула. Знаешь такого персонажа? Да, знаю. Ну, а он за что, по сути, топил? Ой, Ну, слушай, у него были там праворадикальные какие-то настроения. Мне какая разница на него? Он что, отображает? Он мне что, отображает общая численность населения на территории Украины? Если ты не в курсе, он в Севастополе, например, в Севастополе один русский зарезал 8 ножевых ранений, сделал украинцу, потому что он сказал, что он поддерживает Украину. Могу ли я теперь сказать, что все граждане Российской Федерации фашисты, которые убивают украинцев по национальному признаку? Ну нет, я не могу это сказать. Поэтому не надо мне приводить в пример одного какого-то Ганула. Да, он праворадикальный, никто этого не отрицает. Но просто не в этом. Мы с тобой говорим с точки зрения того, что власть где-то притесняет русский язык или русское население, или убивают русских. Почему притеснения русских начались только в тех регионах, куда зашли русские? Ну, смотри, подожди, ну по поводу русского-то продолжим. У вас же больше в школах русского языка нету? А он должен быть у нас? Ну, был. Был. Украина обеспечивала русский язык, хотя по законам и по нормам права должна была это делать Российская Федерация. Украина не обязана это делать. Ну, нет, конечно. Ерунда это все. Притеснение русскоязычных и русскоязычных. А в чем притеснение, можешь мне сказать? А что я хоть узнал об этом? Я спрашиваю, в чем притеснение? Ну вот, товарищи, вот эти вот ролики, куча роликов, когда что вы здесь, не на рідне мові, русня, что не было такого? Еще раз, притеснение. Ты знаешь, что такое притеснение? Нет, ну ты что мне хочешь сказать, что все в Украине свободно в любом месте можно заговорить по-русски? Конечно. Ну хорошо. Я думал это по-другому. А ты думать можешь сколько угодно. Думать это не твое, мы уже это определили. О, ну конечно, твое. Ты мне ответ дашь или нет?
Да на какой вопрос-то? Почему притеснение русских началось только в тех регионах, куда русские залезли? Не знаю. У меня нет таких данных. А может, ты задумаешься, не? Ну, а какой я вывод должен из этого сделать, по-твоему? Наверное, потому что на территории Украины никто не притеснял русских. Наверное, потому что Российская Федерация сама создала вот эту вот историю о каком-то там мнимом притеснении. Понятно. Ну, то есть, хорошо, удаление. И в целом, в общем-то, ты хочешь сказать, что в целом не охлаждались отношения между Россией и Украиной. В целом, прозападный настрой не появился у вас в стране, да? Да он у нас и был до того момента, как у нас там у нас 1993 года настроение прозападное. У нас Кучма, мы хотим, идем на Запад. Вы нам какое отношение? Мы что теперь обязаны с вами, что ли, дружить? Ну, как бы по договорам, да. По какому такому договору? Ладно, все, короче, скучно. Ты ляпнул какую-то, теперь не знаешь, что ответить. Подожди. Украина вот образовалась благодаря чему? Ну, свободной стала в каком году? Помнишь? Независимый ты имеешь в виду? Да. В 91-м. Ну, правильно. Ядерку вам не отдали. Потому что уже, наверное, видимо, предполагали, что у вас вот эти вот волнения туда-сюда начнется. Ну, предполагали, что вы иуды. Продадите за 30 серебряников. А в чем мы иуды? Можешь мне сказать, в чем иуды? Мы предали кого-то? Ну, как минимум нас хотя бы. А как мы вас предали? Можешь мне сказать, в чем? Ну, как в чем? Мы же вам не братья теперь стали. Так вы на нас напали, я себе братья. Ты мне скажи, в чем мы вас предали? Ну, к НАТО вы зачем пошли? А вы зачем в ОДКБ пошли? Безопасность. Я спрашиваю, вы в ОДКБ зачем пошли? В ОДКБ? Ну да. ОДКБ это у нас с чем? Военно-политический блок. Это кто в него? Индия, Китай? Нет, Россия, Беларусь, там и пошло-поехало. Казахстан, да? Да. А с этими что у нас за объединение с Китаем, с Индией, с Бразилией? Это ШОС, это вообще это экономическое. А тут кто в ОДКБ входит? ОДКБ это военно-политический. Вы зачем туда пошли? Вы почему пошли туда, не спросив у Украины? А Украина не входит? Нет, в ОДКБ не входит. Не знаю. Получается, вы идете в ОДКБ и вы у нас не спрашиваете, а мы должны у вас что-то спрашивать? Ну, получается так. Так получается, это вы какие-то иуды и предатели братского народа? Ну, подожди, нейтралитет вы перестали сохранять? А мы должны были его сохранять? Ну, так вы по этой причине получили независимость. От кого мы получили? Условия своего нейтралитета. Где эти условия, где они прописаны, в каком документе? Ну, в 91 году. Вы на этих условиях получили независимость? Нет, мы вообще на условиях никаких не получали независимость. Нам не давали никаких условий и не было никакого регулятора, чтобы нам эти условия давать. Это мулька, которую вам Путин рассказывает о том, что якобы Украина на каких-то условиях выходила. Ну, конечно. Что, конечно? Где мне эти условия прочитать? Не могу ответить на этот вопрос. Потому что их не существует в природе. Украина не выходила на основании каких-то условий. Украина вышла, потому что Советский Союз развалился. Мне кажется, это не так. Ну давай, найди, давай вместе поищем. Удиви меня. Так, условия. Все, у тебя вот любой вопрос на 40 минут. Скучный. Тошно. Так, условия, что мы ищем? Условия независимости Украины, да? Да нет, это как-то вообще даже формулировка. Как же это сказать-то? Вот, условия независимости, вот даже вылетает в 91 году. Так, провозглашение независимости, господи, там нам тоже акт провозглашения независимости. Так, выехать и снять на непоздняки, что-то на украинском. Слушай, это к этому надо готовиться. Что, ты сейчас будешь ждать, пока я кучу вот этих вот документов буду читать?
Ты мне просто документ найди. Если у тебя есть этот документ, мы его с тобой быстро найдем, и все. Ты мне можешь сказать просто даже сам документ. Ты думаешь, у меня архивные, что ли, здесь? Ну смотри, условия это договор какой-то, да, то есть мы подписываем договор, в котором есть условия, по которому у нас должны быть там то или иное, то есть мы получаем что-то, для этого мы должны выполнить условия. Это договор между кем-то и кем-то. Назови мне договор, который был подписан между, я не знаю, Советским Союзом и Украиной о выходе, между Россией и Украиной, если вы считаете, что Россия давала возможность Украине выйти. Просто все время все верещат о том, что были какие-то условия, а условия не могут сказать. Мгм. Ну ты просто не на того напал. Я просто не блогер, понимаешь? Был бы блогером, тебе ответил. Да, ваши блогеры тоже найти такой документ не могут. С методичками. Очень тяжело найти то, чего не существует в природе. Ну, я сомневаюсь, что они просто на воздух упираются. Ну, как бы вообще, да, именно так это и делает Путин. Не любите его, конечно. Так он, Даже вот честно, мне не интересно это искать. ну, понятное дело, что тебе неинтересно искать. Я же говорю, тяжело найти то, чего не существует. Ладно, у тебя есть какой-то вопрос ко мне? Нет. Ну все. Пшел вон, перхоть. Якщо ви цінуєте правдивість та змістовну дискусію, підтримайте канал підпискою. Ваш дзвіночок гарантує, що ви першими побачите нове відео.